Я з України, України, я з України, України. Моє ім'я – це моя країна, моя сила – це моя родина. Ты ходишь попрошайничаешь у людей деньги? Ну, я прошу у людей деньги. Ты конечно, просишь у мне людей нужны. деньги, тебе Да. деньги нужны? Ну да. И что тут такого? Как что такого? Люди на фронте побегают, а ты деньги у людей просишь? Ты откуда приехал? Мені Ты 400 откуда крон за ліки приехал? завернула Швеція. Я приехал из Да. Луганской области. Из Луганской области, да? Да. А Россия что, не дала тебе на лечение, да? Служба безопасности меня преследует. Бо ви щось на Двое украинских беженцев, мужчина и женщина, не поделили европейские деньги. Один мужичок убежал из Украины и утверждает, что Украина мне ничего не дала, как одна из европейских стран. А почему тебе должна была Украина давать на халяву деньги? Любой стране с адекватными политиками ничего на халяву никто не дает. Это только в Германии, Швеции и пару еще стран вас кормят и поят. Европейские страны, особенно Германия, воспитала вас паразитами. В принципе, она вам не помогла. Она уничтожила ваше будущее. Потому что 5 лет из вашей жизни, особенно если человек приехал в молодом возрасте, это трагедия потерять. И вы же нигде не будете нужны. Ни в Украине, ни в какой-то из европейских стран. Кроме того, этот мужичок говорит: я ненавижу Зеленского, потому что это друг Путина. Помимо того, что он получает пособие, ему это не хватает, выходит на улицу и побирается. Украинская же беженка хочет снять на видео преступника Украины, который якобы позорит Украину. Но тем не менее, она не брезгует тоже пособие и не работает, а утверждает, почему ты не работаешь, если тебе не хватает денег. Разоблачение украинской беженки, украинского беженца. Один снимает другого. Они выставляют эти же видео на платформе TikTok, позоря сами себя. И к тому же зарабатывают бабло на своих каналах, не платят налоги. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня у нас разоблачение 2 украинских беженцев. Они совершенно разные, тем не менее не похожи друг на друга, в конце концов. Скандал между 2 украинскими беженцами. Тебе денег мало платят. Больные психические люди, смотрите. Ты зачем деньги собираешь? Они уже им не нужны. А тебе что, не платят пособие? Ну, платят мало совсем. Мало тебе? Ну. Так вся Украина должна собирать теперь. Почему Украина? Ты Я зачем сам себя позоришь заберу. украинский народ? Я позорю. Ты Это вы позоришь меня украинский позорите. народ. Посмотри, ты ходишь деньги у людей Ну, собираешь. конечно, у меня же их нету. А когда ты издеваешь? Как куда трачу? Тратишь, тебе деньги надо, ты ходишь по Гатеборгу и просишь у людей Ну, деньги? конечно. Потому что они мне нужны. Так паспорт спрячь, падла ты такой. Какой у тебя паспорт? Ну покажи свой Блядь, паспорт. У тебя же украинский паспорт? Конечно. А что ты здесь делаешь? А в Я Украину? беженец. Едь в Украину. Что ты, Зачем? какой беженец ты? Зачем мне ехать в Украину? Так ты ходишь попрошайничаешь у людей деньги? Ну, я прошу у людей деньги. Ты конечно, просишь у мне людей нужны. деньги, тебе Да. деньги нужны? Ну да. И что тут такого? Как что такого? Что Люди на фронте побегают, а ты деньги у людей просишь? Ну да. А что ты деньги тратишь? Как на что? На все. Как на все? Что на все тебе? Что надо тебе? Чому на роботу не А что на Я работу? болею. А чем ты болеешь? Дають додаткову допомогу. Я Не знаю, що дають. це дають. Не Ви дають. прийшли, я Значить, знаю, не що вам болеєш. вам дають. Болею. Значит, не болеешь. Если болел, тебе дали помощь. Всем беженцам Документики я все собрал, да. Все подобрал, все в папочку сложил. Давай мы тебе соберем денег, купим билет в Рашу. Якщо Давай. ви назбираєте чек, вам повертає Швеція. Бо я носила, мені повернули за лікування А Швеція. мне не возвратить. Бо тому що ви брешете. Мені Швеція за окуляри 2000 крон Ты завернула. откуда приехал? Мені Ты 400 крон откуда за приехал ліки с завернула Украины? Швеція. Я приехал из Да. Луганской области. Из Луганской области, да? А Россия что, не дала тебе на лечение, да? Россия? Да, Россия. Зачем мне Россия? Ну как, ты же с Луганской области приехала, она под Россией. Ну, я
Я уехал из Луганска в 2014 после І оккупации. ти ходиш деньги, ти спросиш. Скільки часу за 9 років вже не маєте пособія. Жінка живе 7 років, Чому? вже має ВНЖ. У меня маленькое Уже має пособие. Маленьке пособие, так ти Україну позориш і просиш Я деньги у позорю людей? Україну. Ти позориш Україну? Чем? Кажіть, що ви з Росії? Меня Украина бросила. А чого ви Предала українською меня. мовою не Росія розмовляєте? захватила. Украина. Росія Меня захватила. Украина Твой бросила. дом. Бросила, меня предала моя Так, страна. Меня бросила, меня Швеция приняла, теперь мне шведы помогают. Ну да. Шведи? А чого ти Помагаю, просиш конечно. деньги у шведів? Конечно, и мне шведы На помогают. улице ходишь и врешь. Ну, не позоришь врешь. Почему я позоришь вру? Я Украину. говорю правду, что я беженец из Украины, мне Вы не- помогают деньгами. Ні один біженець не просить гроші. А я прошу. Бо тому що ви Потому нагла что свиня. меня бросила Ви страна не бросила Украина. нічого страна. Меня Как она бросила тебя Украина. бросила? Нікого. Предала. Как она тебя предала? Проклятая служба безопасности меня преследует. Бо ви щось натворили. Потому что А я, чого мене не потому что я преслідуєте? боролся с российской, Да что вы с кажете? российской Вы же агентурой. герой. Я журналист, который Як ваше преследует прізвище? власть. Представтеся. Проклятый российский агент Представтеся, Зеленский. будь ласка. Зеленский, российский агент. Понял, да? Российский агент. СБУ это Ставленник, видео ставленник Путина. Да. Выложите в интернет. Да, да. Зеленский ставленник Путина. Представтеся, будь ласка, И покажіть его паспорт. Москва, покажите ему Ви Москва ж привела тебе к власти допомагають. для того, Покажіть, чтобы сфотографуй для паспорт. того, чтобы слить нашу страну. Ладно, мне пора собирать денежки. А чого ти затулив своє обличчя? Так а где я затулил? Нате, Добре, смотрите. сфотографуй. Ні, чого ви подайте хто швед? Соблюдай дистанцию. Ты дистанцию соблюдай. Напишите, пожалуйста, комментарии, кто прав, кто виноват или никто не прав. Меня также смотрит очень много украинцев. Что вы думаете о этих двух украинских беженцев? Вы заметьте, это украинская беженка, если снимает видео для ТикТока, зарабатывая деньги, но она утверждает, что надо жить порядочно в Европе и не использовать страну, и не позорить украинский народ. Но она тут же вывешивает флаг Украины, он у нее уже, значит, с собой. Они ищут свое, у нас говорят, опфа, жертвы. И начинает вот этот бардак, чтобы снять, чтобы хорошо заработать на этом деньги. А мы здесь обсуждаем и смеемся. И один говорит на другого, тебе надо в психиатрии, и другой говорит, тебе надо в психиатрии. Нет, правда, она больше говорит, что тебе нужно отсюда под зад коленом, и что тебе надо на фронт. Кстати, я уже привыкла, что украинские беженцы с удовольствием всех посылают в психиатрию, будучи сами такими. Ни один человек психически больной никогда же не поймет, что он психически больной. Ни один разумный человек не будет говорить, тебе нужно в психушку, потому что это не дискуссия. Это просто оскорбление. Это когда у человека не хватает слов, слишком мало в голове, тогда он начинает переходить на личное. А украинские беженцы очень любят переходить на личное. Нечем крыть. Начинают сразу послать в психиатрию, высылать людей из страны, будучи сами никем и ничем. Временная защита. Честно, вот беженец мне уже даже неприятно говорить. Туристы за бабло или социальные туристы. Здоровый мужик, которого, действительно, пахать можно. Ну, хорошо, ты не хочешь на фронт. Что ж ты до сих пор за 5 лет не нашел какой-то работы? Ну, нет, стрёмно. Работа приносит с вашим образованием меньше доходов, чем социальная помощь. На каком языке они будут говорить? Вот они и выставляют такие позорные видео. Осуждают своих земляков, а сами не лучше. Мне очень нравится, как украинские беженцы говорят, что нам платят мало. Сначала я очень возмущалась, сначала меня просто бесило это. А сейчас я хочу сказать, я просто как на убогих смотрю. В Украине он даже этого пособия в жизни не видел. И за квартиру ему никто не платил. Поэтому он говорит, что меня кинула Украина. Украина должна была тебе еще платить за квартиру. Нет, честно, это же не все такие дебилы, как наш Мерц и наши социал-демократы, которые лучше уничтожат свою страну. Ему не хватает их денег. Этот мужик никогда в жизни не держал эти деньги в руках. И он говорит, ему мало.
Ему еще оплачивают квартиру, и он побирается на улице. Я понимаю, наши старушки побираются и собирают бутылки, но часто они даже стесняются побираться, потому что, несмотря на то, что они в своей стране, наше правительство угробило ихнюю старость. Уверена, если какая-то старушка выйдет на улицу, ну, каждый второй ей поможет, потому что это совсем другое дело, как эти отщепенцы. А у этого будет стоять я украинец, и побираясь, молодой мужик, честно, тьфу, и все на таких. Слышали, что говорит украинская беженка? Спрячь свой паспорт, мол, не кичись, что ты украинец. А значит, если она не будет показывать паспорт, то можно идти побираться мужику. И как ему не в облом? Вот представьте, его дороги назад не будет. Такие видео забываются. И я уверена, его хорошее ничего не ждет. Сначала, если вы слышите это видео, вам кажется, что эта женщина правильно говорит, украинская беженка, что, мол, ты здесь делаешь, ты, мол, не беженец, позоришь нас, уезжай в Украину. Но она забывает, что она тоже же его снимает, выставляет, зарабатывает деньги. Помимо еще пособия на женщины. Ей можно пособие зарабатывать и 5 лет не работать. Ни одна женщина, которая будет работать, у нее не будет времени заниматься такой херней. Если бы я работала полный рабочий день, и когда работала, у меня на такое не было времени, это уж точно. До того, как у меня не было пенсии по инвалидности. Они сразу всегда придумают, что у нас нет ни крова, ничего нет в Украине. Но тем не менее, статистика показывает, что миллионами они уезжают из Германии, из других стран, не только на праздники, не только какие-то там помолвки, не только на какие-то тусовки, а просто поднимать экономику Украины в косметологии, потому что у нас это дорого, за деньги налогоплательщиков Германии и других стран. И она хочет показать своим подписчикам, что посмотрите, какая хорошая, чтобы на них вдруг подписались и русскоязычные, то есть русские даже, может быть, или те, которые не разделяют политику Зеленского и так далее и тому подобное, чтобы они тоже подписались, что, мол, она и там, и сям хорошая, что она, мол, против вот таких вот паразитов, а сама является же тоже паразиткой. И самое главное, в начале видео, когда она с собой тащит украинский флаг, ищет какого-то жертву, вставляет на показ, мол, я украинка до мозга костей, но проживает в Германии, их отсюда петлой не выгонишь. Она говорит, что почему ты не идешь на работу. Молодой здоровый мужик говорит, я болею. Ой, уж я-то знаю, что такое болезнь, и тем не менее работаю в таком-то возрасте, а он в половину меня, может быть, моложе. Мой муж, который сегодня пошел давать клубнику, чтобы было больше денег нашему отпуску, и мы могли больше себе позволить при таких ценах. Но они все больные, молодые здесь, инвалиды. Правда, никакого подтверждения в этом, что болезни нету. Мы уже знаем Страстенко, которая жили и все время мотаются по врачам. Инвалидности у них в Германии уж 100% они не получат. Любой адекватный человек скажет, меньше жире. Тоже не хватает денег. Никто из нас не занимается этим. Как последний выходит здоровый мужик и попрошайничает на улице. Но он говорит, что он больной. Тем не менее, если бы он был бы больной, он бы не выстаивал бы часами на улице при любой погоде и попрошайничал. Это тоже очень нелегко. Вот такие они больные, брехуны и позорники Украины могут. И самое позднее, когда вы слышите, что она спрашивает, откуда ты приехал, и он сказал, из Луганской области, все становится ясно и понятно. Это вот блогерша Зеленский, и вы все держитесь за Донбасс и ни в коем случае его не хотите отдать, но всегда считали народ Донбасса вторым сортом. Сейчас вы доказываете, почему, если вы считаете его российским, почему вы хотите его назад? Вы же раньше считали их вторым сортом, а сейчас считаете пророссийскими. Говорите, да не заговаривайтесь. И мужик, врет же.
говорит, что он уехал из Луганска в 2014 году. Ну, это вранье. А как же он получает пособие? У нас те, кто приехали в 2014 году, не получали пособия. Я лично знаю девочек, которые работают, имеют свои фирмы косметологии, очень успешные и порядочные, которые вот осуждают таких украинских беженцев. Что ты врешь, что ты приехал в 2014 году? Они все не жили, как вы, на халяву и паразитировали. И не снимали день и ночь вот такие понтовые видео, что работать на Ютубе, ТикТоке. Сейчас начинается самое интересное. Он боролся с российскими агентами. И поэтому Украина его кинула. Так она должна быть гордой за тебя, что ты боролся с российскими агентами. Он уже заврался, не осознает, что он вообще говорит. Что ж тебе за это орден не дала Украина? Потому что Зеленский работает вместе с Путиным. Он говорит, я журналист. Он журналист. Журналист бы побирался на улице. Да никогда в жизни. Я знаю многих таких журналистов. Журналисты, которые здесь покупают документы. Ну, можно купить, что ты как бы журналист. Ну, такая возможность есть. У меня была даже такая карточка журналиста. Но это тебе ничего не дает. Надо доказать, что ты журналист. На каких известных каналах ты работал, каких известных СМИ ты публиковал свои работы. Но этого у них ничего нет. А карточка бывает, показывают. Я говорю, что у меня была карточка. За это платишь, и все. Например, мне нужно было какое-то мероприятие, и то это тяжело было с этой карточкой попасть. Это слишком мало. Но для понта некоторые делают такие карточки. Человек лишился здравого смысла, понимаете? В конце это вообще было ясно и понятно. Когда он сказал, выставите это, что Зеленский агент Путина. Я больше и больше понимаю, что люди, которые долгое время не работают, особенно мужики, человек создан не бездельничать, а творить, работать, достигать чего-то, что они деградируются. На сегодня все. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь, кто случайно зашел на мой канал. Комментируйте. Еще очень-очень простужена. Мне захотелось выставить такое видео. Мира нам всем, где бы вы ни жили. С наступающим 9 мая. Пока.